Ребят, всем привет, всем салют. Ну что, вам, наверное, интересно, да, куда я устроился? Вот, а устроился я, кому-то, может быть, будет офигенно в тему, кому-то нет. А устроился я в перегон новых автобусов. Начинаем с вами обновленный перегон спустя год. Ну и дальше посмотрим. Возможно, будем так и работать в перегоне, а возможно, по обстоятельствам. Как бы так сказать. Не хочу загадывать наперед, как говорится. Но настроен я нормально. Кому я там обещал перегон. То есть, извините, я точно не знал, когда все это будет. Но вот сейчас это свершилось. И по многочисленным просьбам возобновляем перегон. Дальнобой, как бы типа того сказать. Перегонный дальнобой. Оставайтесь на канале. Погнали! Так, ребят, рейс мы начинаем не с пазиков, а рейс мы начнем с МАЗа. И сейчас мы с Павлова на Оке едем в Смоленск получать автобусы МАЗа. И оттуда, ну, наверное, на Питер, скорее всего так. А может быть и нет. Так что сейчас ждем народ вот на этом автобусике. Еще догружаемся и едем в Горох. Там на поезд на Ласточку и на Москву. Мы в Горохе. Сейчас должен уже подойти поезд. Вот. И жмем на Москву. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots. Все, посадка проведена. Жмем на Москву. На этом высокоскоростном поезде «Ласточка». Нижний Новгород, Москва. Вон видите на табло. Гончить нам 4 часа примерно. Скорость поезда, видите на табло, 157 километров в час. Владимир, ребят, вышли подышать свежим воздухом. Так, все, ребят, Москва. Держим путь дальше на Белорусский вокзал, а там дальше на поезд и на Смоленск. Так вот, ребят, наш поезд, 4-й вагон. Идем к вагону. Как приземлимся, включимся. Так, все, парни. Время 11:30. Тронулись. Москва, Смоленск. Так, все, народ, мы в Смоленске. Зале взял сосиску 200 и кофе 155 рублей. Спал, конечно, без привычки. Вообще практически не уснул. Все шумит, шатается. Нужна привычка. Вот такой вокзальчик здесь, в Смоленске. Зал ожидания. Да, ребят, прикольно. У вас в Смоленске вокзальчик. Так, ребят, почему мы здесь сидим? Выжидаем время, когда откроется автовокзал, чтобы на автобусе дальше двигать в деревню Каменка. Сейчас время еще рано. Автовокзал откроется, наверное, часов в 7 утра. Так что сидим, ждем. Так, ребята, а еще я сам для себя решил собрать коллекцию магнитиков, где я был, буду, в каких городах. То есть прошлого перегона у меня есть. Было 4 у меня перегона. Вот 4 магнитика есть. И вот хочу сейчас взять еще, что я был в этом городе, был на этом вокзале. Что-нибудь выбрать. Такая лавочка здесь. Прикольная. Сувенирная. Шкатулочки. Все дела здесь. Вилки, ложки. Красота.
Вот такой, ребят, я выбрал магнитик. Цена вопроса 100 рублей. Смоленск. Решили позавтракать чутка. Вот такой легкий завтрак я взял. Яйца, борща и кофейку черного крепкого. Потому что не выспался. Не с привычки очень тяжело, ребят. Подкрепился. Извините за мой помятый вид. Потому что, блин, не выспался. Серьезно. Всю ночь практически не спал. На вокзале пока сидел. Так, что-то покеманил. Сейчас идем на автовокзал. Нужно посмотреть, где есть туалет. Вот, пока нет автобуса. Вот и автобусик. Подчалил. Все, грузимся. Так, все, ребят, мы прибыли. Эта Каменка находится 30 километров. Вроде как сказали мужики. От города Смоленска. Типа здесь перевал база. Вот здесь МАЗы, здесь грузовики, автобусы. Вот пока ничего я не знаю. Вот все в первый раз. Сейчас здесь пока. Так, ребят, вообще непонятка такая. Вот смотрите, какие автобусы. Ряд какой. Вот мне дали документы. Вот вин мой. И по нему сейчас мне нужно искать свой автобус. При заправке он у вас открыт. Кран подачи газа. Отсечной. Если машина заводится и глохнет, вам надо кран перекрыть, на полоборота открыть, пойти запустить двигатель и в быстром темпе добежать, закрыть его, посчитать 5 секунд и открыть на 2 оборота. Дождаться, пока нормализуются обороты двигателя и полностью его открыть. Открывайте до конца и потом обратно на 1 оборот. Подъем давления, кран подъема давления не открывайте. Ну, это более экономичный режим. То есть сейчас вот здесь в данный момент... Да, он закрыт. Все сделано. То есть вот я, например, на заправку приехал, и что мне еще раз? Что мне надо сделать? На заправке ничего не делайте, так вот на пост встаете, вас заправляют. Ага. То есть самому сюда лучше, короче, не лезть, да? Я так понимаю. Сейчас подготовлено, в принципе, это вам заправиться, доехать до Питера, все. Заправить, доехать до Питера, все. Да. Да. Ага. А тосол там, я смотрю, подкапано. Тосол сейчас дольют. Надо подъехать, вам дольют его. А куда подъехать? Куда-то? Вот там, где выдавали документы, Ага. на Мазрусе дольют. Тосол доливается. Ну там дольют, сами они дольют. Да. Или кто? Дольют сами. Сами дольют, да? А как тут узнать, что работает, что не работает? Где какие кнопки? Кнопки освещения идет. Открытие-закрытие дверей. Угу. Селектор. Основное включение передач. Включается передача при нажатой педали тормоза обязательно. При полностью. То есть тормоз нажал, например, включил D, да? Да. И поехал. А селектор не будет переключаться, если вы нажали D, а потом заднюю, только через нейтраль. У вас на драйве стоит машина, надо назад сдать. Нажимаете нейтраль, включаете заднюю передачу. Угу. Аварийка. Отключение гидрозамедлителя. А это что такое? Это на коробке автомат за счет потока жидкости коробка сама оттормаживает. За счет крутящего момента идет торможение. То есть сильный гололед с горки, от систему желательно отключать. Угу. Она вот сейчас в данный момент что, отключена или включена? Сейчас она включена. Далее у вас освещение в салоне. Угу. Идет от кабины водителя. От включения отопителя. Нажимаете первое 30%, второе 40% задействования вентилятора, обдува. А эту пленочку нельзя снимать? Можно снять. Ну, а он лопнутый, смотрите-ка. да, кстати, Прям лопнутый. специально. Я вижу. Кстати, никто не обратил внимания на это.
Так, ребят, вот и первый косяк. Хорошо, что у меня прям предчувствие, думаю, надо эту пленочку снять. Первый косяк я записал, как он сказал. Так, здесь что у нас? Баллон. 4 колпака. Домкрат. Ой, домкрат у нас. Монтажка. Шланг подкачки, зип. Здесь вроде так все. Конечно, пипец. Все в первый раз. Как в первый класс. Даже боязно что-то. Моток, стекло. Вот такой автобусик тут. Еще тосла нифига нет. Надо будет тосол. Так, вот это надо будет тоже сейчас вытащить. Что это, фильтра дополнительные? Да. Наговорил так, что фиг запомнишь сразу. Что надо тут делать, а что не надо делать. Куда ехать. Так, ребят, ну вот такой красавчик. Блин, я первый раз сейчас поеду. А, смотрите. Нет одной фары. Сейчас мы это тоже скажем. Такая щелищ тут. Ну и здесь, в принципе, так же. Так, здесь у нас все. Здесь горит. Здесь тоже он. Здесь горит. Там нифига нет. Здесь горит. Здесь горит. Так, ладно. Ребят, еще надо снимать белорусские номера. Оказывается. Сейчас вам мужики подсказали. Блин, так фигово первый раз. Вы только знали, ребят. Вообще. Не ездил на такой тачке вообще никогда. Переживаю. Ребят, первый раз я на такой точили. Вообще огонь просто. Так, вот тосол мигает. Сейчас будем доливать тосол. Я так понимаю. Доливает антифриз. Так, ребят, вроде настроили. Добавили тосла. Это мигание прекратилось. Вот здесь моргало, что уровень мало. Вот. Ну, ошибка так и показывает. Но вроде как настроили. Здесь, то есть, я так понимаю, фары нет. Честно говоря, вообще палево такой, прям, я не знаю. Просто финиш. Сегодня так непривычно. Тем более после Урала. Это вообще жесть просто. Кстати, вот это вот косяк речной, видите? Вот. Они сами офигели, приемчики. То есть, когда сейчас пришли вот отсюда, где стоят МАЗы, грузовики, приемчик принесли антифриза. Тот приемчик, который был сначала. Вот, он им показал, и они офигели. И теперь они будут содирать все пленки при приеме автобусов. Вот так вот. Так вот, ребят, еще мне сказал кореш, что надо открыть вот эту фрамугу, видите, за педалью. Она закрыта, а то типа будет мерзнуть ноги. Ну, вроде сейчас тепло пошло, вроде нормально. Комбинации, конечно, вообще огонь. И привыкать надо, глаза разбегаются. Температура, давление. Внимание, водитель, включи ПЖД. Понятно. Включаем ПЖД. Офигеть, как здесь все. Так, ладно, ребят, я пойду переобуюсь, надену летнюю обувь, потому что в зимних уже ноги начинают кипеть. Так, ребят, Каменка. Все, выехал на главную дорогу. Непривычно, это вообще просто финиш. Пока привыкнешь, блин, это офигеть, сколько времени пройдет. Так что пока я еду потихоньку, не спеша, сильно, не угорайте, не прикалывайтесь. Но, блин, первый раз в жизни, вообще, даже на автомате я еду первый раз в жизни, на грузовом. Ладно, движемся, руки трясутся. Волнуюсь, вон кто-то меня накрячил, как стоячего. Ладненько, едем дальше. Ребят, короче, это далеко не пас. Вообще просто как будто, я не знаю, на инопланетном корабле каком-то лечу. Такая тишина, мотора вообще не слышно. То есть он там сзади, зеркала, блин, непривычно так. Один там, другой там. Вот, идет 80, такое ощущение, как будто, я не знаю, 40 едем. Ну, то есть мягко, ну есть так чуть-чуть пластик дребезжит. А так, блин, я не знаю, вообще просто небо и земля, конечно, ребят. Это нечто. После ПАЗа, дизеля, это прям космос просто.
По крайней мере, пока для меня сейчас, в данный момент. 88, 90 типа. Ну, то есть я чуть-чуть прям дотрагиваюсь до педали. Вот, идет он просто шикардос. Адреналин меня прям переполняет. Руки трясутся даже, блин, от волнения. Но я думаю, через пару соточек привыкну. Вот, ребят, первый сейчас вот, что как бы, ну, чуть тецл так, не по кайфу. То есть зеркало не видно окончания автобуса вообще. То есть зеркало прям ровно так идет, стреляет. То есть окончание не видно автобуса. И с этой стороны тоже. Вот сейчас я на обгон шел, УАЗика. Его, блин, не видать. Это надо уже привыкать к длине. Вот, а так вообще не видно, где он заканчивается, этот хвост. Ребята, и по сравнению с ПАЗом, здесь Жагран вообще жесть. Я уже весь в мыле практически. 90 км, все, предел. Как бы ты ни давил, то есть больше 90 он не едет. Все. Так, ладно, ребят, едем, пока привыкаю. Вот видите, ремень шею режет. Вот так начинаешь, и она... Да, мой друг? Еду, вот я фуру никак не могу погнать. Он тоже 90 идет, и все. Ну смотри, вот сзади тебя фура идет. Вот я сзади фуры, короче. Он не дает обогнать. Он чувствует, что мы 90 больше не можем. И все, и никак. Все, через 70 километров, типа, будет поворот на Вязьму. И нам уходить. Да, еще заметил, его болтает. Болтанка от ветра. Ветер дует, и он вот так вот плавает, гуляет. То есть, ну, блин, опасно вот так, если в гололед. Я вам не сказал. Короче, вся банда, все, сколько тут, наверное, человек 20. Все, короче, гоним в Питер. Вот, такая колонна. Но она, правда, растянулась. Но все мы думаем, соберемся на заправке. И обратно этой же бандой поедем домой возвращаться. То есть, смотрите, ребят, здесь как удобно. Здесь две ручки. Вот одна, вот вторая. Вот. И так едешь, вот так руки ставишь. В принципе, так нормально. Ну, удобно, короче. Ладно, едем дальше, движемся дальше. Короче, расстегнулся я. Жара здесь прям, ну, я не знаю. Вот такая просто. Да, за ремень. Уж не ругайте меня сильно. Вот, тоже отстегнулся я, потому что начинаешь вот так наклоняться, он шею вот здесь режет. Ну, конечно, вы скажете, лучше быть пристегнутым, чем отстегнутым. Ну, пристегнусь я там дальше где-нибудь. Ну, короче, идем вот мы. Все зашибись. 90. Больше никак. Первый раз. И все это быстро-быстро. Резко-резко надо. Нифига не знаешь, нифига не понимаешь, никто ничего не объяснит толком. Все заняты своим делом. Кто знает, ребята, они не первый раз гоняют. Они уже знают, где там ключ этот лежит, как что открывать, где включать массу. То есть видели, да, что вот эту заправку я вообще впервые в жизни увидел, на чем он едет. То есть на сжиженном метане, как-то там фиг поймешь. Короче, вообще впервые все это я видел. И вам показываю, то есть, как вот показывал мне вот, кто там сдавал автобус. Как там открывать, закрывать, там, я, честно говоря, я нифига не понял. Наговорил, что башка кругом, еще толком не выспался. Вот. Ну, правда, сказал ничего не трогать. Вот. Он открыл, все сделал. Самое главное доехать до Питера, до места. Ну, вернее, на заправке там свои люди заправят. То есть заправщики. То есть самому нефиг туда лезть. Да, еще в кнопках здесь фиг разберешь. То есть вот эти две кнопки отвечают как типа краны. То есть ты их нажимаешь, и типа краны открываются, тепло. То есть если эти кнопки не нажать, то будет из печек дуть холодный воздух. Вот, вроде так, как ребята сказали. Ну да, по пластику есть, конечно, такое громыхание легенькое. Все равно доделают, там докручивают, прикручивают или там что-нибудь подкладывают, чтобы не гремело. Ну а так в целом, блин, против ПАЗа, конечно, вот такая штука. Ладно, ребят, включимся попозже. Едем. Ребят, меня еще здесь, не знаю, как правильно объяснить. То, что там вдохновляет, ну просто по истории, если смотреть назад, здесь были такие бои. Вот сейчас мы въехали в Вяземский район, Вязьма.
Вот. А под Вязьмой, как вы знаете, были офигенные бои, ожесточенные. То есть здесь вот погибло очень много народа. И то есть я вот это вот как бы так, ну как представлю только, что здесь раньше творилось, то как-то даже не по себе становится. То есть по великим местам, как бы, так сказать, еду сейчас. Ребят, короче, я разделся, потому что жагран капитальный. Все, заехали на стоянку, ребят купили водички, ну у меня есть, я откупал. Все, выезжаем, короче. И все, и джазику, ребят. И пока так нам друганчик уступает. Все, зашибись. И все, в дорогу. Так, ребят, короче, с М1 свернули мы типа на Вязьму. Дорога, короче, ушатанная, я так понимаю. Офигеть! Вот. М1, конечно, чудесная, да, сами видели. А здесь все пипец. Бомбежка была. Так что едем потихоньку по разбитой дорожке. Слышите, да, панель как дребезжат? Ну это наверху, вот, вся ящик тут, фигня всякая. Они вон джаз дают. Блин, а я еще побаиваюсь. Ребят, я думал, уже дорог таких нет, по какой я сейчас еду. Это просто финиш, я вам скажу. Да, ребят, конечно, блин. Я в шоке просто. То есть, от такой техники офигенной. Такая панель здесь вообще, да, замечательно. Вот единственное, что мне не нравится, зеркало фиг знает где там наверху. Вот нельзя было сделать вот здесь вот. Ну, как у всех нормальных, говорю, машин. Вот здесь. А то приходится голову задирать, прям реально задирать. Вот так поднимать. Вот то зеркало еще ладно, нормально. Так, здесь ремонт у нас дороги. Все, дорога это никак не кончится, это фронтовая. Вообще прям сказочка просто, ребят. Просто газику и все, и поехали. Так, въехали в Тверскую область. Кто меня смотрит в Тверской области, всем привет. Сейчас была вывеска, типа там написано, здесь были танковые сражения. И вот походу с той поры, с тех времен дорогу здесь нифига не сделали. Вообще жесть просто, ребят. Это что-то с чем-то. Реально, я думал, уже нет таких дорог нигде. А оказывается, я ошибался. Здорово причем. Ладненько. Всем привет. В Тверской области еще раз. И держим путь дальше. Ну это что-то. Это прям по колено ямы. Представляете? Прям вот реально. Офигеть. Так, ребят, вроде выехал. Короче, повернул на Тверь. 97 километров до Твери. Позвонил сейчас Карифанчик. Сказал 120 километров вроде как до места. Ну, до заправки. То есть заправляемся. Уже, вон, видите, полбака. Вот. Полбака израсходовали за этот пробег. Нужно заправиться и сегодня еще выехать успеть. Чтобы завтра уже приехать на место. Так что жмем газ в палас. Держим 90. Да, ребят, дорога здесь тоже не очень. Смотрите, церкви какие. Красиво, конечно. Стеллы, все дела. Воинской славы. Так, ладно, едем потихоньку. Догнали наконец-то. Конечно, да, вот эти вот гонки, догонять, обгонять, ну, напрягает, конечно. То есть, я вот, например, за то, чтобы ехать, например, ну, как бы сказать, нормально, чтобы, когда уже едешь на скорости, тут ямы, это уже идет напряжение. И ты от этого напряжения начинаешь быстрее уставать. Вот. Нежели ехать, как бы говорится, с чувством, с расстановкой. Короче, ребят, еду по М10 в сторону Москвы. Ну, мы все тут едем. Короче, на заправку. Только все уфигашили. Вот. Тут нифига не видать. Стекло все забрызгано. Блин, остановиться не знаю как. Надо догонять. Что-то, блин, голова уже заболела от этого всего. Вот, еще он нас начал моргать под руль. Этот, как его, гидроусилитель. Что-то случилось, наверное.
Так что вот, сейчас приеду на заправку. Надо будет смотреть или как.